У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет, это Нави на канале Blast. Я менеджер команды, и сегодня со мной Электроник. Вы задавали в соцсетях свои вопросы, и сейчас Денис на них ответит. Итак, Денис, твой самый запоминающийся хайлайт за карьеру? Наверное, я думаю, против Биг 1-4 на Дасте, я думаю, да. Это было в финале, и это было против немцев на немецкой сцене, поэтому эмоции были крутые. Колян Сибаков спрашивает, что делает тебя таким спокойным и стабильным в матчах? Он очень обожает твою игру. Наверное, я понимаю, что чем больше эмоций у тебя будет во время матча, тем хуже ты будешь принимать решения. Мне кажется, ты должен быть максимально спокойным, чтобы принимать самые лучшие решения, самые адекватные. Нужно просто за этим следить какое-то время и вести это уже просто как дефолт, что был. А что думаешь насчет ваших последних результатов? Как думаешь, над чем вам нужно работать больше всего? Я думаю, над дисциплиной во время матча, чтобы мы не давали ситуации в большинстве. Мы очень часто их отдаем, и от этого лезут разные мысли в голову во время игры. У вас много турниров, много игр. Как ты вообще отдыхаешь? И получается ли вообще отдыхать от тренировок и этих соревновательных игр? Очень мало отдыхаем, если честно, потому что турниров действительно очень много, нужно к ним тренироваться, и, так сказать, времени для выдоха очень часто просто не остается. А с кем ты проводишь больше всего внеигрового времени из коллектива Нави? На данный момент, так как пандемия, я думаю, что ни с кем. А если мы собираемся на буткемпе, либо же лан-турниры, то я думаю, это Саша Симпл, 100%. А в онлайне из ребят с кем чаще всего общаешься? Думаю, что с Валерой. Скажи, пожалуйста, пересматриваешь ли ты старые нарезки своей игры, хайлайты и прочее, чтобы что-то вспомнить или использовать? Я знаю эти все моменты наизусть, поэтому если я что-то хочу вспомнить, я просто сразу визуализирую себе это в голове и все. А что ты думаешь о Валоранте? Я поиграл чуть-чуть, прям игр буквально 20, может, в эту игру. Мне кажется, что Valorant это прикольно, но CS лучше. А как думаешь, после того, как Нави подписали игрока в этой дисциплине, будет ли игра в нашем регионе развиваться или останется на таком же уровне, как и сейчас? Это в первую очередь зависит же не от организации Нави, смотря насколько комьюнити будет развиваться. То есть, если в СНГ большинству нравится CS, я думаю, Valorant в любом случае может не стрельнуть. Окей, давай еще поговорим о результатах команды в этом году. Как думаешь, сможете ли вы обойти Гамбит на длинной дистанции и стать сильнейшей командой? Я думаю, все в наших руках. То есть, если каждый этого захочет, то почему бы и нет? И у нас все ресурсы есть для этого. Я уверен, 100% у вас это получится. Дима Хатуев интересуется, как тебе карта Ancient? Отличная карта, очень нравится, много на ней играю. Как не тилтовать после большого лустрика в игре, когда 10 матчей не можешь выиграть или просто играешь очень плохо индивидуально? Я думаю, нужно отдохнуть от игры, если такая возможность присутствует. Можешь бороть неудачи, наоборот, тяжелой работы, играть еще больше. И я думаю, со временем это воздастся в любом случае. Есть вопрос, чтобы твоя фантазия немного поработала. Как ты вообще представляешь себя в будущем, а также организацию Нави? Допустим, в 2040-м, 2050 году. По поводу своего будущего я еще не могу ничего сказать, не думал над этим. Мне кажется, организация Нави, если она будет идти по тому же пути, которым она идет сейчас, то это будет одна из самых крупнейших организаций в мире, если не самая крупная. Понятно, что для нас, да, это самая топовая организация, но... Безусловно. Там для других людей, возможно, это не так. И я думаю, что со временем это станет фактом. Айрат Каюмов хочет узнать, почему ты перешел на разрешение 16:9 и почему не сделал этого раньше? FPS позволил или из-за новой меты? Я играю сейчас 4:3 довольно-таки давно уже. 16:9 требует очень много FPS, и я не готов отдавать столько FPS во время экшена, скажем так. Давай теперь поотвечаем на вопросы из Твиттера. Можешь вспомнить свою самую любимую поездку, путешествие? Где это было, когда, куда? Пусть это будет Майами, потому что я получил кучу эмоций от этого города, просто энергию, поэтому я назову Майами, наверное. Скучаешь по Америке? Там круто.
А что думаешь по поводу Саши Симпла как своего тиммейта? Отличный парень, вообще добрый, отзывчивый. Очень хорошо играет, я думаю, лучший игрок в мире, по моему мнению. Большая сила воли, то есть если он чего-то хочет, да, он это достигнет, чего бы ему это не стоило. Ну, вообще, много можно всего сказать про него, но это затянется надолго, знаешь. Окей, хорошо, тогда понадобится еще один твой совет. Как найти идеальную сенсу мышки? Ну, я думаю, ты в первую очередь должен сам очень хорошо чувствовать мышку, ну, в первую очередь, да, когда ты водишь по коврику. То есть, если ты понимаешь, что высокая она для тебя, да, быстро слишком мышка ездит, то есть ты уменьшаешь, пока не найдешь какой-то баланс. Окей, смотри, ты сыграл огромное количество турнирных матчей. Против какой команды тебе было играть тяжелее всего? Наверное, на дистанции это будет Астралис, потому что мы играли дольше всех с ним, на дистанции, я имею в виду, понял? На турнирах. Я думаю, они, да. Окей, а какой у тебя любимый скин на Дигл? Ну, наверное, Пламя. Назови топ-3 рифлеров в мире, не включая себя в этот список. На данный момент это Аксель, Екиндар. Ну, Хантер и Робс я был как бы между ними. А что ты думаешь, чего на данный момент не хватает команде, чтобы демонстрировать какой-то постоянный результат и выиграть мажор? Я думаю, у нас есть все для того, чтобы выиграть мажор. Осталось поверить самим игрокам и идти к этой цели. Думаешь, вы готовы уничтожить там всех? Ну, конечно. Если б я был в этом не уверен, тогда вообще смысл на это претендовать, верно? Конечно. Мы немножко затронули тему будущего. Давай попробуем вспомнить прошлое. Вообще помнишь, когда ты начал играть в Counter-Strike, и как много месяцев у тебя заняло, чтобы выйти на большую сцену и выступать на серьезном уровне? Да, я думаю, очень много времени заняло, при том, что я начал ходить на местные турниры в возрасте 11-12 лет. Первый лан-турнир крупный, на который я поехал, мне было на тот момент, по-моему, 16 лет. Ну, 5 лет, получается. Серьезный путь. Ну и то это были первые квалификации на мейджор. Но если брать прям big stage, таких как там мейджор, и либо же крупный турнир, такие как там EPL-финалы, да, то я думаю, это произошло где-то 18 лет, да, первый раз. Слушай, вот очень интересный вопрос. Ты когда-нибудь задумался о том, чтобы поменять свой внутриигровой ник? Нет, честно говоря, мне мой внутриигровой ник нравится, и я не задумался над этим. Окей, а сколько у тебя сейчас часов в Counter-Strike, и какая твоя вторая игра после CS по количеству наигранных часов? У меня сейчас около 12 тысяч часов. Топ-2 игра у меня точно Dota. Ты играл под руководством двух IGL-ов, это Зевс и Бумыч. В чем разница между их игровыми стилями? Ну, абсолютно два разных IGL. Я даже не хочу их сравнивать, потому что они настолько разные. Нет смысла сравнивать, понял? Вот настолько они разные, IGL, мне кажется. Окей, а какие мысли по поводу игроков Аксель, Хоббит, Мир или Екиндер? Мотивируют ли они тебя работать еще больше? Ведь каждый из них, по сути, претендует на роль лучшего рифлера в нашем регионе. Ну, конечно, как бы молодежь всегда должна мотивировать, да, скажем так. Конкуренция — это всегда новый вызов какой-то, новый стимул, знаешь. Тренироваться, работать еще больше. Собственно, на этом все. Это был последний вопрос. Тебе спасибо за ответы. Вам спасибо за просмотр. Болейте за Нави.